Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть, как вы уже заметили, на офигенный, прекрасный Джейд в стиле гейши. Будем разваливать командные бои, к сожалению, не хотели в соло-бои, но что поделать не получится, потому что там легкие. А легкие соло-бои это такое себе. Так, ну, вообще я хотел посмотреть на Джейд и увидел кое-что у нее интересное, у нее почему-то 2 атрибута есть. То ли я забыл это в прошлый раз разделить, когда я качал 14 уровень, то ли я не знаю, откуда они мне здесь взялись. Ну, такие дела. Ну, копье, что тут, дальность, наверное, качнем, потому что 2% перезарядки или 4% дальности лучше доставать подальше. Копьем все-таки больше противников зацеплю в командных боях. Ну и бомба. Тут уже вопрос, потому что дальность как бы у моба не особо увеличится. 7.38, 3%, 7.56. И опять же, это просто чуть дальше можно ее кинуть. Да? Или 2 секунды перезарядки. Ну, наверное, все-таки выберу перезарядку в плане того, что Джейд чаще всего делает так. А тут вот 3% я, наверное, перезарядку беру. Кстати, сколько это дает? Давайте глянем быстренько. 5.52, 5.31 и дальность 4% накинем. 8.53, 8.27. Почему дальность? Все-таки дробовик должен доставать. Если не достает, то смысла вообще использовать, правильно? Правильно. Поэтому вот так вот сделаем. Немножко пробалансили это все и отправимся в командные бои. Опять же, надо дефибриллятор захватить перед этим. Вместо зубов вампира, конечно. Потому что колдерлина, как бы я не старался, но он нужен, к сожалению. Все-таки тот буст хп, он не так сильно прям чувствуется, как хотелось бы. Ну ладно, отправляемся в бои, посмотрим, какие сегодня будут команды. Вспоминая Крабика, скажу вам, просто было жесть. Надеюсь, сейчас не будет такой жести. Но, в принципе, Джейд, она и посильнее Крабика, в плане того, что она может инициативно взять на себя больше, чем другие, ну, чем Крабик тот же мог, да? Хотя Крабик, блин, он реально такая имба, и как можно было, если такой имбой, как Краб, не тащить, то с чем можно тащить, а? Ну, кстати, вот, золотой дробовичок. Приятно, да? Опять же, не забываем, тут у меня работает первобытный инстинкт, теперь я могу позволять себе, наверное, что-то типа очень долго бегать, да? Если можно так назвать. Как команда, которая медленно перемещается. А вот и противнички. Залетели, шотнули, красиво вообще, Вася. Вот так вот, просто. Пол хп потеряли, правда, но ладно, сойдет. Сейчас похилимся аптечками. И залетаем дальше. Красивенько, да? Ну и, конечно же, Никс. А зачем драться? Нужно же залутаться. Да, залутать гранатку легендарную, чтоб Джейд не досталось. Я же такой сильный Никс 8 уровня. Я же так много в этом бою делаю, в скобочках ничего, да? Я же так много ничего делаю. Какой же я сильный Никс. Опять этот жираф с ботинком. Ух, эти жирафы с ботинками. Сейчас ты с кустов выбежишь. Где ты будешь ботинок использовать, гений? Где ты будешь его использовать? Где? Он побежит в другие кусты. Логично, да? Логично. О, какой же медленный жираф, да? Ну ладно, пофиг на тебя, жираф. Пойду других убивать. Моя команда. А вот что делать, что делать? Противники закончились. Что делать? Ничего не делать. Это моя команда, да. Прекрасно, прекрасно. Они стоят. О, вы видите, да, там бочкарю инструмента нацепили, как бы. Победка мутится, а мы сидим в бочке. Интересно. Ой, ладно, слов нету просто. Сейчас забомблю. Крабик уже встретил жирафа, не? Он нашел бобра. Я надеюсь, что жираф заагрится на крабика. Не агрится? Странно. Ну, как бы, ну, вы видите, да? Интеллект. Интеллект просто. Интеллект этот, как его? Превосходит все границы допустимого, да? Интересно, куда засел жираф, что он сейчас сидит и прячется? Он же нет, не последний, еще кто-то. То есть эти неадекваты сейчас где-то сидят, прячутся просто, им пофиг. У них цель спрятаться. И они сидят где-то в этих кустах, вот 100 пудов. Да, для жираф где-то пошел на центр. Хотя мог, по идее. В принципе, ему удобно играть через дальнюю дистанцию. Опять же, это я сейчас без ботинка играю. Играл бы я с ботинком на Джейд, жираф бы меня не смог вообще победить никак. Я убил его раньше, но что есть, то есть. Какой выбор я сделал. И не жалею ни в коем случае, потому что у меня есть урончик от тройной гранаты, такой вот прекрасный.
Это почти в 2 раза увеличит урон от гранаты. А также у меня есть прекрасная... Что у меня там еще есть? Укол адреналина, который не позволяет мне шотаться. Хотя вы видели, я в этом бою мог 2 раза шотнуться уже. В принципе. Но укол адреналина он есть. И он не позволял этого сделать. И также у меня еще прекрасный дефибриллятор. Почему-то 5 уровень показано, на самом деле у меня фулки уже. Ну вот, первая победа. Ну да, я тут залетел, как бы 2 спада соло развалил, а так да, никаких проблем. Как бы. Ну а так да. Вот крабиком я не могу такое делать, потому что нет такой динамики, нет такой массового такого большого урона у крабика. Крабик все-таки у нас заточен под урон индивидуальный в первую очередь. А ну отошли. Ну да. Впрочем, ничего нового, 7-й ник собрал. Ну что в голове? А в голове хлебушек. Хлебушек, да. Еще и 8-й есть ник. Ничего нового, как говорится. Ничего нового. Ладненько. Вижу там бака, будем сейчас в него врываться. Дробовичком промахнулся чутка. Как же не дамажит баг, да? Как же он не дамажит, просто слов нету. Ну, я тоже очень много дамажу, не спорю. 2 склада, что ли? Не понимаю. Не понимаю я этого момента. Надо лутать сейчас дробовичок. Джейд еще 1.14, офигеть. Надо сейчас убивать срочно склад, иначе мы сейчас тут будем проигрывать. Нужны аптечки. Нужны срочно аптечки в большом количестве. Потому что там снизу еще один склад пришел. И это уже проблема. У нас там уже Никс умер, которого я... Нет, это не тот Никс, этого надо резнуть. Так, залетаем вот так вот красивенько и убиваем Джейд. Как можно быстрее убиваем. Все, отлично, убили. Я кенгуру вряд ли догоню, наверное. Ну, видите, блин, как бы в миллиметрах все остается, не успеваю догнать, но что поделать, такая игра. Никс сейчас там золотает аптечку, надеюсь. Да, золотал, хорош. Какой полезный 7-й Никс стоял в кустах, когда мы все дрались, да? Полезный, полезный. Ну, вот такие вот игроки играют в нашу игру, прекрасно. И чё, кролик, как жизнь? Вот друг Никс твой пришел, еще один 7-й уровень. Откуда же вы такие 7-й уровни, а? Так, хилимся. Сбили, кстати, краб с уколом адреналина. Серьезно? Серьезно? На крабе укол адреналина? Серьезно? На крабе укол адреналина? А, никсов я резать не буду, к сожалению. Простите, никсы. Но я вас резать не буду. Блин, лев. Ой. Ну, лев знает, кого резать. Да не резай ты, Шей, ты резай меня. Ой, не резай никс. Да, гений, боже, что с тобой не так? Какое же больное. Ну вот, вы это видели на льве, вы это видели. Оно ничего не делает. Ой, как мне сгорит с этого. Как же у меня с этого горит. Вы представляете, ну вы видели, да? Какое же больное. Ужас, ужас. А мы победили? Серьезно? А, изи катка. Вот это фартануло, да? Ну я 2-е место, конечно же, занял, да. Я же умер, да. Вот надо было того краба оставить, пусть бы он резнул всю команду, и они бы затащили. Вот надо было так сделать, и пусть бы этот лев проиграл вместе со мной. Ай. Ну я же пошел драться, да, я же играю до конца. Ой, сложно, сложно. Командные бои это, конечно, нечто. Поэтому, когда попадается нормальная команда, это прям, знаете, как дар с небес, да? А у нас там жираф стоит, ему пофиг. Ему пофиг, да. Он жираф, ему пофиг. А нет, слушай, кстати, побежал с нами, ладно. Я ошибся. Как вам надо намекнуть? Алло, гений! Сколько нужно намекать? Капец, они жесткие, а? У меня копья нету. Всем промахнулся поэтому. Блин, как же копье хочется, а его нету. Как же хочется копье, а его нету. Кстати, Никс 13 уровень испугался и убежал. Слабак. Надо было драться до конца, он убежал. Кто ж так делает-то, а? О, 10-й. Ну, 10-го я вряд ли догоню. Хотя... Дробовик, ну выстрели ты, ну. А, капец.
Вы видели? То есть я из-за пассивки потерял 4 секунды возможности выстрела с дробовика. Классная пассивка, да? И вот так постоянно на G. И ничего с этим поделать нельзя. Потому что разрабы так сделали. Ну а чё, да. Оно ж не может само по себе использоваться. Нужно, чтобы оно блокировало умение. Точнее, оружие, да? Возможность выстрела на пару секунд. Ну, не спорю. Это гениальное решение, которое уже в игре, не знаю сколько лет. Сколько уже Джейд лет, я не помню. И никто не помнит. Ну, фиг с ним, как говорится. О, ник с сандалями святого. 3 слота, как бы, если что. 3 слота. А у него сандали святого. То есть у него нету либо укола адреналина, либо тройных гранат, либо дефибриллятора. Ну, чего-то у него адекватного нету, понимаете, да? Ну, это же командные бои, зачем тут тройные гранаты, правильно? О, опять с дробовика не выстрелил, если что. Обойдешься. О, моя команда там вся умерла. Как неожиданно, да? На секунду отвлекся, они уже все умерли. Ах, прости, жирафчик, но ты умер. О, глупая Джейд умирает. Залетаем в бычка бака. Кролик, ну резни, резни, резни. Ну почему Никс такой бесполезный? Почему? Ну где ваши дефибрилляторы? Ну где? Ну где они? Ну почему их у вас нету? Ах, у меня слов нету. Надо было немножечко аккуратнее сыграть. И была бы победка изи. Ну, дефибриллятор, где? Ну подай. Ну как они так играют? Как они так могут играть? Я не понимаю. Ну дефибриллятор, ну вот видите, вот этот Никс просто, как я и говорил, он просто... как же горит, вы не представляете. Да. Блин, такая имба, такая имба. И даже ей нету шансов затащить, просто ноль. Надо было вот тогда убежать, бросить этих неадекватов, зайти забрать аптечку с Джейд, который я убил под домиком, и вернуться. Эх, нубас я, нубас, не просчитался. Нужно думать побольше, тогда будет все нормально. Хотя как тут думать, тут такие динамичные бои, что просто хочется вырваться и дамажить. Понимаете, если бы баг меня просто один выстрел не сделал, я бы его убил через пару секунд. Но он сделал этот выстрел, я проиграл. А моя команда в ответ просто стояла, смотрела. Ну, как обычно, в принципе, ничего особенного. Такие дела. На этом закончим, наверное. Не хочу я больше душиться в командных боях. Сегодня, по крайней мере, что-то какие-то они сегодня душные. Чуть-чуть, да, капельку совсем. Ну, на этом закончим, значит. В общем, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Ждем новостей от разрабов по поводу обновы. Когда-нибудь они появятся, надеюсь. Когда-нибудь. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.